Всем привет! Сегодня распаковка заказа из iHerb. Заказывали эту коробочку 8 февраля. Забрали из постамата в магазине рядом с домом 23-го. И вот сегодня снимаем видео и уже начнем пользоваться тем, что там есть. С нетерпением этого жду. Как видите, коробка нормально запечатана. Тут был написан наш адрес, фамилия, имя заказчика. Коробочка прошла таможню, вся посылка отслеживалась за все время. То есть, соответственно, я знала, где она находится. Ну и что? Открываем. Так. Трясущимися руками. Открываем коробочку iHerb. Как всегда, все упаковано хорошо. Смотрите, какая прелесть. Не так много всего, но есть несколько важных вещей. Сейчас я все выложу. Сейчас все расставим и рассмотрим. О, это то, что я ждала. Кремики, тонеры, кремики. Корейская косметика. Тут уж можно быть уверенным, что это не подделка. Сербиптаза. Страшное слово. Наверняка вы бы хотели узнать, что это. Итак, давайте начнем с главного. Так, главное у нас тут это, конечно, коллаген. Напиток красоты. Как вы видите, банка запечатана в такую вот бумажку. Вот тут вот очень удобная фигня для вскрытия. Срок годности вполне себе. Баночки этой хватит примерно на 40 дней. Тут, в принципе, так указано, что приблизительное количество 39, 39-40, да, неважно. Там же внутри банки есть мерная ложка. Откуда знаю? Потому что это уже третья моя баночка. Есть ли эффект от этого коллагена? Да, есть эффект от этого коллагена, но обратите внимание, в него входит гиалуроновая кислота, и из-за этого, конечно, когда принимаешь конкретно этот коллаген, надо очень много пить воды, иначе будешь отекать. Так, давайте посмотрим. Калифорния — это iHerbовский бренд, вызывает доверие, очень многие хвалят. Количество положительных отзывов зашкаливает. Вот видите, как все запечатано. Пить его надо обязательно натощак. У него уже есть витамин С для усваивания, потому что коллаген лучше всего усваивается с витамином С. Зачем пить натощак? Минимум за час до еды. Потому что с едой коллаген усваивается как-то не так. Честно говоря, я искала просто информацию, чтобы для себя понять, как не так коллаген может усваиваться с едой. Нигде не нашла, честно скажу. Но многие люди, блогеры iHerbовские и просто статьи в интернете подтверждают эту информацию, поэтому я думаю, что надо прислушаться и пить до еды. Я пью за час до еды, потому что как раз пока у меня там приготовится каша 35 минут, пока я там все это сделаю, у меня часик так незаметненько и проходит. За это время можно собираться. Итак, вот такая пленка, да, вы уже обратили внимание. Видно, что точно никто этим коллагеном до вас не пользовался. Никто его на таможне не вскрывал и не нюхал. Вот внутри мерная ложечка. Внутри мерная ложечка. Обязательно пакетик для того, чтобы он не было там конденсата, и он был рассыпчатый. Так, она, конечно, грязненькая. Пьем эту ложечку. Вот так вот ее набираем, растворяем в воде. Растворяется он так себе, мешать нужно долго и упорно. Многие пользуются шейкерами. У меня шейкера нет, я мешаю чайной ложкой. Ну, что не размешивается, то выпивается так и запивается большим количеством воды. Этот коллаген рекомендую, потому что принимала сама, никаких отрицательных реакций у меня на него не было, кроме, повторюсь, небольшого количества, ну, не то что небольшого количества, может быть отек, если пьете мало воды, потому что в составе гиалуронка. Когда пьем гиалуронку внутрь,
пьем много воды внутрь. Соответственно, тут написано, что здоровые волосы, кожа, ногти, кости, что-то еще, суставы, наверное. Здоровые, да, но учтите, что эффект от коллагена вы увидите в лучшем случае через месяц приема, а то и через 2. Все зависит от состояния ваших суставов тех же, потому что сначала нехватка, если есть нехватка какого-то вещества в организме, оно будет распределяться в жизненно важные органы. Например, опорно-двигательный тракт. Ваше лицо не является жизненно важным органом, поэтому до него коллаген и гиалуронка дойдут в последнюю очередь, поэтому пьем не меньше месяца. Это про коллаген понятно. Всячески рекомендую, ссылка на него будет в описании видео. Вот тут вот внизу открываем стрелочку, и будет прям ссылка на этот коллаген. У меня баночка 206 грамм. Кстати, потом эти баночки удобны, я их отдаю папе для гвоздей на дачу, потому что они пластиковые, закручиваются крышкой. С коллагеном я заказала холиновый комплекс. Все твердят, что это более дешевый аналог известного средства Биосил. Биосил я не пила, но это я буду пить 10 капель в день. Такая вот тут вот баночка. Так. Вот защитные эти штучки сорвались у нас. Сейчас все отлично. Открылась пипеточка. Можем посмотреть, как капается в воду, потому что его можно принимать в любое время, как говорится, дня и ночи, вне зависимости от еды. Сейчас будет стаканчик. Волшебство, у нас появился стаканчик. Берем эти чудесные капельки. И капаем, да, 10 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, в целом дозатор удобный, более или менее. Крышка закручивается нормально, ничего не льется. Значит, для чего эта чудесная штука? Сейчас мы ее размешаем. Я мешаю все это деревянными палочками. Ну, на всякий случай, мало ли будет окисляться или что-то еще. Смотрите, у нас тут кремний, то есть силикон, с холином и L-карнитином. Волосы, ногти, кожа, как всегда. Как говорят многие топ-блогеры, это средство повышает выработку вашего коллагена. Так, тут у нас вот написано, сколько холина содержится, 21%, сколько L-карнитина, 60 мг, и силикона 5 мг. Способствует выработке вашего коллагена. Всего тут 60 мл. И в описании, когда я читала, писали, что порций вот в этой баночке около 200. Поверим на слово. Так, что у нас осталось? Давайте кремики потом. Кстати, да, ссылка на холин тоже будет внизу под видео. Витамин D. Витамин D3 в дозировке 2000. Эта дозировка, как вот тут вот написано, покрывает 250% суточной нормы. На самом деле это мой уже, я не знаю, какой по счету витамин D3, но дозировки 2001, потому что до этого у меня был витамин D3 этой же фирмы в дозировке 5000. Вы знаете, я его пока не буду скрывать, у меня есть скрытый 5000. Так как баночки совершенно одинаковые, давайте я вам расскажу. Вот видите, вот это вскрытый 5000, это закрытый 2000, но они совершенно одинаковые внутри. Единственная разница только в дозировке действующего вещества. Значит, для профилактики нехватки витамина D я принимала именно этот. Как вы видите, это защитное кольцо. Баночка также закрыта, вы можете быть уверены, что никто не вскрывал. Внутри тут также шла пленочка. И вот так вот выглядят капсулки. Желтенькие, маленькие, очень удобно глотать. Значит, сейчас мы принимаем вот этот препарат где-то раз
в несколько дней, может быть и раз в неделю, потому что это дозировка 625% от суточной нормы. Конкретно дозировку 5000 единиц нужно принимать, если у вас острая нехватка витамина D, по анализам из медицинской лаборатории. Анализ в Москве стоит от 1300 до 2500 рублей, в зависимости от лаборатории. Кому интересно, я могу написать, где сдаю я, там пока наиболее выгодные цены. И эту лабораторию мне рекомендовал врач-эндокринолог. Значит, после того, как восполнится нехватка, вот этим 5000 очень быстро поднимает витамин D. У меня поднял где-то недели за 2 или за 3, от 10 при пороге нижнем 30 до 50. Врач сказала, что этого достаточно, хотя у моей подруги другая врач говорит, что лучше 70. Ну, как бы достаточно, значит достаточно. Так вот, витамин D3, который пришел. Этот витамин можно пить примерно где-то через 2 дня для поддержания уровня витамина D3. Кроме меня и мужа, эти витамины у меня пьют еще бабушки, потому что, видите, тут количество 240 штук. И тут у меня было количество 120 штук. Я отсыпала их бабушкам, которым за 80, и вот там реально видно действие этого витамина. Они начинают себя лучше чувствовать, улучшается активность, улучшается сон. Не знаю, как насчет укрепления иммунитета, они мне, в принципе, так достаточно редко болеют, уж не знаю почему. Вот, но то, что видно, как улучшается качество жизни именно с приемом этого витамина, то есть ты, когда с ними общаешься, чувствуешь большую живость, большую адекватность в разговорах. Ну, это клево. То есть это прям вот видно. А так отмечается общая бодрость, к которой ты очень быстро привыкаешь, и тебе кажется, что так было всегда. Поэтому, вы знаете, я смотрела ролики, слышала, что витамин D должен быть чуть ли не на уровне там 130 по... Дорогие мои, передозировка витамина D очень-очень вредна. Она не менее опасна, чем его нехватка. Поэтому лучше слушать врача, а не меня, не блогеров и так далее. Если вы пойдете сдадите анализ на витамин D, у вас там будут написаны референсные значения. У меня было написано от 30 до 110. Я ориентируюсь там в среднем на 50. И в среднем врачи ориентируются на средний показатель, да, то есть до верхней границы нормы тоже никогда не рекомендуют это доводить. Серопептаза. Это очень интересное вещество. Я его заказала для профилактики, в частности, проблем с венами, таких, потому что серопептаза обладает кучей совершенно вообще волшебных свойств. Я уж не знаю, насколько это правда. Но она и рассасывает тромбы, и помогает людям после операции, быстро снимает там отеки, рассасывает вот эти все рубцы, там швы, помогает быстрому заживлению. Значит, еще она у бактерий, там есть какие-то биопленки, из-за которых на эти бактерии сложно воздействовать там всяким лекарствам. И вот серопептаза пленки у этих бактерий растворяет. Простите, мне так удобнее открывать. Так, сняли так оболочечку. Как всегда у нас тут защитная бумажка. Это тоже бренд iHerbal-ский. 180 капсул. Принимать по 1 капсуле в день с едой или как рекомендовано вашим врачом. Ну, наши врачи серопептазу, я не знаю, буду вам рекомендовать когда-нибудь в жизни или нет. Значит, как и во всех банках. Тут у нас ваточка для того, чтобы не было конденсата. И вот полная баночка этого чудесного вещества. Значит, я заказывала для мужа и для себя. Посмотрим, насколько меньше с ней будет, с этой серопептазой, меньше будет проявляться вирус того же герпеса, потому что чем я только этот герпес на губах не лечила, он все равно раз за разом появляется практически каждый месяц. Ссылку, кстати, на серопептазу тоже ищите внизу под видео. Значит,
Это корейская фирма The Skin House. Это не первые мои крема от корейской фирмы The Skin House. До этого у меня была линейка косметики антивозрастной, очень хороший. Я про нее, у меня есть отзывы на рекоменде. Я оставлю обязательно ссылочки на Skin House, на свои отзывы на рекоменде, чтобы вы там посмотрели фоточки и убедились, что неплохое увлажнение. Та серия у меня была с аденозином и с женьшенем, а эта серия у нас, вот Marine Active Toner, она должна быть с коллагеном. Значит, почему заказала тонер и крем? Это на самом деле только лишь 2 ступени из 5-ступенчатой системы корейского ухода. Я использую все 5. Сначала у нас идет очищение кожи, потом нанесение тонера, потом нанесение эмульсии, потом серума и только потом уже крема. Крем завершающий. И по отдельности в корейской системе ухода крем никто не рассматривает и никто не использует. То есть, если вы решите прибегнуть к корейской системе ухода, то я рекомендую именно брать всю линейку. У меня не всегда средства, одни и те же средства с линейки, хотя тут можно подобрать к этим же и эмульсию, и сыворотку. Но у меня есть эмульсия другая, про которую тоже вот ссылочка на отзыв будет там. У меня есть другая супер сыворотка, которая меня очень устраивает, с пептидами. Поэтому я заказала себе тонер и крем. Это все можно между собой сочетать. Значит, вот тут написано наносить утром и вечером перед регулярным уходом после очищения на лицо и шею. Я обязательно тоже наношу на лицо и шею. Сейчас давайте распакуем. Он должен быть прикольного голубого цвета. Да, коробочка не запечатана, но, как всегда, можно убедиться в том, что никто эту коробочку до вас не скрывал. И ни тонером не пользовался, тем, что есть защитная вот такая вот штучка, ну и, собственно, количество тонера. Это увлажнение. Для моей кожи нужно увлажнение и питание. Так, и кремик, тоже с защитной пленочкой. Внутри видна белая структура. У меня как раз скоро кончится другой мой крем, которым я пользуюсь сейчас, крем с коллагеном. И начну пользоваться этим кремом. Упаковка на самом деле прикольная. Все корейские, вы знаете, это стекло. Это стекло, это крышечка. Она пластиковая, но покрыта краской под металл. Очень прикольно выглядит. Никаких русскоязычных аннотаций тут нет. Поэтому, если вы подождете минуточку, я вам скажу, для чего эти крема. Итак, простите, мои дорогие, зачитаю прямо с сайта iHerb, потому что на момент, когда я, конечно, выбирала эту продукцию, я про нее много чего читала, но с 8 по 23 февраля прошло много времени, и я, честно говоря, уже подзабыла. Значит, разглаживает сухую обезвоженную кожу. Почему беру именно для питания сухой обезвоженной кожи? Потому что с возрастом питание и увлажнение, они становятся мега важны. И если на молодой коже это еще не так заметно, то на возрастной коже, на моей, например, 38 лет, если вот будет недостаточное увлажнение, то моментально кожа как бы такая немножко стягивается, и даже если нету там каких-то заломов и мелких морщинок, они откуда-то появляются, потому что когда на хороший питательный крем ты наносишь, их нету, все хорошо. Соответственно, обещают, что этот тонер содержит питательные вещества из морских глубин и обеспечивает достаточное увлажнение и питание уставшей кожи, даря ей влагу и жизненную энергию. Собственно, то, что доктор прописал, крем поддерживает тонер, то есть в креме будут примерно те же заявленные функции, как и в тонере, но немножко более активные. Значит, единственное, конечно, этот крем я буду использовать только днем, потому что на ночь у меня есть совершенно шикарный ночной крем. Он не из корейской серии. Его можно использовать как одиночный, и он, конечно, из другой посылки iHerb.
Да, этот крем у нас точно так же насыщенный, интенсивный увлажняющий крем. Превосходное увлажнение, свежесть. Соответственно, я когда выбираю косметику свою для возрастной кожи, я беру себе обязательно увлажнение всегда. Так что, дорогие мои, iHerb я могу всячески рекомендовать. Процесс заказа там достаточно прост. Кроме этого, вы найдете код, который дает в описании, или будет на видео где-нибудь вверху его разместим, который дает право на получение до 5%, нет, точнее, от 5% скидки. И еще один код приложу, который дает вам 10% скидки на товары от $60. Если вы заказываете товары на сумму $60, вы с другим кодом можете получить до 10% скидки. Но я обычно ввожу два кода, и сам сайт iHerb как бы говорит мне, что вот у вас сейчас вот по этому коду скидка будет больше, поэтому будет применен он. Одно другому не мешает, они никак не противоречат, и iHerb сам выбирает код, по которому вы получите большую скидку. Поэтому я ввожу и тот код, и этот код, и получаю скидку. Про скидку. Давайте посчитаем, какую сумму я сэкономила после применения этих скидок. Изначально сумма моего заказа составляла 7764 рубля. После того, как я ввела последовательно в раздел промокоды, сначала первый промокод, потом второй, общий итог у меня получился 6683 рубля. Итого общая скидка составила 1080 рублей, что очень и очень неплохо, согласитесь. Например, значит, начнем с коллагена, да? Коллаген. У меня применился код еще по акции покупки вместе с тонером, и вместо 1319 рублей я его купила за 977. Тонер. Его, конечно, можно купить в России, но тут я точно уверена, что это корейский тонер, это будет корейский именно производитель. Значит, он мне вместо 1160 рублей обошелся в 1044. И эта сумма дешевле, чем сумма на русских сайтах. Крем мне обошелся вместо 1300 рублей в 1173 рубля. Хорошая была скидка на серопептазу. Она мне обошлась в 1649 вместо 1940. Холиновый кремниевый комплекс, который холин силика комплекс. Изначально он стоил 1410 рублей, а я его купила за 1269. Согласитесь, тоже вполне себе хорошая скидка. Значит, и самое недорогое, но не самое неважное, это наш витамин D3. Изначально он стоил 632 рубля, а я его взяла за 569 рублей. Итого, повторюсь, общая скидка по заказу после применения двух промокодов у меня составила 1080 рублей. Так что, ребята, используйте промокоды. Кроме того, на каждый продукт, который вам пришел в посылочке, вы в своем кабинете после получения заказа можете оставить отзыв. За этот отзыв iHerb вам начислит по $1, который вы можете либо использовать для оплаты последующих заказов, и эти доллары не будут суммироваться с этим, то есть они будут суммироваться с промокодами. Вы ввели два этих промокода, iHerb выбрал наиболее выгодные для вас условия, и вы еще можете списать вот эти вот доллары за отзывы тоже в уменьшение вашей суммы. Таким образом, раз, два, три, четыре, $6 я могу с этого заказа списать себе в минус уже за следующий заказ. $6 это почти витамин D3, наверное, какой у нас там курс. Вот, соответственно, чем больше у вас товаров, тем больше у вас отзывов. Порочный круг получается, да? Но на самом деле едет еще одна посылка из iHerb, в которую тоже сниму вам обзор, покажу, что и как. Так что ждите, мои дорогие. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за внимание. Пока.